найден вот такой способ крутой, как на любой машине сделать печку, чтобы она дула горячим воздухом у вас, и чтобы не остывала у вас машина быстро. Как вы знаете, что каждый человек выделяет определенное количество тепла. И поэтому, чтобы не прогревать салон с утра в машине, я решил оставлять вот таких вот рыжих котов прям в машине на ночь, чтобы он там сидел и прогревал машину, грел, потому что из него излучается тепло. Вот. Ну а если вообще серьезно, то как вы знаете, в каждой машине есть рабочая температура. Вот сейчас у меня, сейчас я выпущу этого сумасшедшего. Выходи нафиг отсюда. Гад такой. Выходи. Не хочет, короче. Так. Рабочая температура машины. Вот, сейчас машина у меня достигла этой температуры рабочей. И на этой температуре, когда она прогретая, у вас уменьшенный... Сейчас, выходи отсюда. На этой температуре у вас уменьшенный расход, лучшая работа двигателя. Это рабочая температура двигателя. На разных машинах рабочая температура разная, но есть определенный стандарт, примерно от 80 до 90 градусов рабочая температура. Ну, есть машины, на которых и 110 градусов рабочая температура. Это машины с воздушным охлаждением двигателя. Во-первых, хотелось бы сказать, что вот способ этот мой займет у вас порядка 3 минут. Не нужно устанавливать никакие дополнительные помпы, ничего такого не нужно делать, никакие дополнительные краники. Вот. Не менять помпу, не менять охлаждающую жидкость, не менять крышечку бачка. Но этот способ вам поможет только в том случае, если у вас сразу же включается большой круг охлаждения системы. То есть ваш радиатор передний, под капотом спереди он стоит, где передний бампер, он в течение минуты он уже на нем патрубок становится теплее. Если патрубок становится теплее, значит термостат у вас не рабочий. И значит у вас система охлаждается посредством радиатора очень быстро. И не может набрать рабочую температуру. Также, когда вы едете в этом случае по трассе, к примеру, от километров от 50, у вас вот эта стрелочка, у меня вот такое было, пока я не сделал, падала аж практически до первого положения, практически, чуть-чуть выше первого положения, настолько задувало через радиатор. Вот. После того, как я сделал это изменение в конструкции этой машины, и можно любой машины другой точно такое же изменение сделать. После того, как я это сделал, у меня вот, как видите, вот такая рабочая температура. Как только она достигается, она уже не падает. Даже если я буду лететь по трассе при минус 30, 100 км в час, все равно стрелочка будет всегда в рабочем положении. У меня уменьшился расход, примерно на пару литров уменьшился расход. Вот, машина работает намного лучше. Вот. И давайте я покажу. Наверное, все уже об этом способе знают и догадываются, что это за способ, потому что в описании я намекнул на этот способ и в названии самого видео. И вот я вам покажу его сейчас.
Вот такая картонка с автопитера от посылки. Пригодилась мне. Поставил я ее впереди двух радиаторов, даже впереди радиатора кондея. Можно ее еще установить прям между двух радиаторов, но так, чтобы по бокам были небольшие зазоры, для того, чтобы вентиляторам было откуда забирать воздух. Вот такие по бокам зазоры небольшие. Также обязательно учитывайте, чтобы вентиляторы у вас срабатывали. Если вентилятор у вас не срабатывает, вам нельзя ставить эту картонку, потому что вы закипите даже зимой. И сейчас я вам покажу, как определить, сломан у вас термостат или он в рабочем состоянии. Термостат на этой машине менять очень сложно, поэтому я не стал заморачиваться. Вот этот патрубок, если он у вас после минуты примерно работы машины уже теплеет на холодной машине, то значит у вас сломан термостат. Вся охлаждающая жидкость идет по большому кругу. Хочу сразу же вам сказать, то, что картонка эта не загорится, ничего с ней не случится. Вот месяц я уже езжу, так и просто кайфую, жарко в салоне. Она как только прогреется у меня, все, стрелка уже не падает и дует аж горячим воздухом. А об этом способе, естественно, многие знали. Я об этом способе знал, но не решался поставить картонку, потому что думал, то, что она загорится. Ну, это не так, потому что радиатор там нагревается градусов до 90 максимум. И от этой температуры картонка загореться не может. Ну, этот способ самое много у кого я видел, это у газелистов, маршрутчиков точнее, у таксистов. Ну и широко он применяется прям на севере страны. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал. Обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, любой совершенно, под видео именно на YouTube канале. Всем пока.